Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. В одном небольшом африканском селении, окруженном величественными саваннами и шумными реками, жила женщина по имени Джули. Она была известна в своих краях как добрая и сострадательная, всегда готовая протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде. Однажды, во время одной из своих прогулок по округе, Джули наткнулась на маленького львенка, который застрял в густых зарослях колючих кустов. Его мяуканье, полное боли и страха, заставило ее сердце забиться быстрее. Львенок выглядел испуганным и ослабленным, его шерсть была запачкана землей, а на лапах виднелись следы борьбы за выживание. Джули, не раздумывая, подошла к нему, совершив рискованный шаг, ведь львы в дикой природе всегда пользовались уважением и страхом. Она осторожно освободила его из ловушки кустов и, уставившись в его большие, полные страха глаза, поняла, что должна помочь ему. Джули решила взять львенка к себе домой. Она ухаживала за ним, кормила молоком, а затем мясом, когда он стал подрастать. У них завязалась удивительная связь. Львенок, которого она назвала Симба, любил играть с ней в ее маленьком дворе, а вечером усаживался рядом с ней, как будто понимал, что она стала его защитницей. Джули знала, что однажды ей придется отпустить Симбу в дикую природу, но в ее сердце было тяжело от мысли расставаться с ним. Прошло время, и Симба стал молодым львом. Джули понимала, что наступил момент, когда она должна отпустить его на волю. Затем, с тяжелым сердцем, она привела его в заросли саванны, где когда-то нашла его. Симба, словно ощутив свободу, моментально исчез в густоте леса, но паутина их дружбы осталась навсегда в памяти Джули. Годы шли, а Джули продолжала жить в своем селении, помогая людям и животным, заполняя свою жизнь добрыми делами. Она часто вспоминала Симбу и надеялась, что он стал сильным и красивым львом, правителем своей стаи. Каждый раз, когда она слышала рычание далеких львов ночами, ее сердце трепетало от воспоминаний о том маленьком существе, которое она спасла. Однажды, спустя много лет, Джули решила взять отпуск и отправиться в заповедник, чтобы увидеть дикую природу и, возможно, встретить диких животных, о которых она так много слышала. Она шла по тропе, окруженной цветущими деревьями и высокими травами, когда вдруг услышала знакомое рычание. Сердце ее затрепетало. Звук был таким же, как у Симбы. Полная надежды и волнения, Джули последовала за звуком. И вскоре перед ее глазами предстала величественная сцена. К группе львов, отдыхающих под деревьями, подходил один из самых крупных и красивых самцов. Она замерла на месте, это был Симба, тот самый львенок, который когда-то был ее маленькой радостью. Симба заметил ее, и хотя в его глазах прочитывалось дикое великолепие, в них также светилось что-то знакомое. Он подошел ближе, с интересом рассматривая ее. В этот момент Джули поняла, что, несмотря на весь его дикость, между ними по-прежнему сохранялась особая связь. Она протянула руку, как когда-то, и Симба, после небольшой паузы, позволил себе наклонить голову к ее ладони, словно признавая ее. Это была не просто встреча, это было воссоединение душ, которые когда-то были связаны оковами любви и жертвы. Джули ощутила, как в ее сердце заиграла старая мелодия, и слезы радости потекли по ее щекам. Она знала, что теперь Симба был свободен, и ее любовь к нему лишь укрепила его дух. С того дня Джули возвращалась к заповеднику не раз, и хотя Симба больше не нуждался в ее заботе, их встречи стали ритуалом. Они понимали друг друга без слов, и каждый раз, когда Джули подходила к месту, где она оставила львенка, она знала, что Симба, ставший великим царем саванны, всегда будет рядом с ней в ее сердце. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.